Мало что может сравниться с теми прекрасными, возвышенными чувствами, которые мы испытываем, когда влюбляемся. К сожалению, розовые очки, которые мы при этом надеваем, могут иметь достаточно толстые стекла, через которые сложно разглядеть недостатки в нашем идеальном, на первый взгляд, партнере. И, увы, но наши возвышенные чувства не длятся вечно. Рано или поздно эмоции начинают стабилизироваться, а упущенные из виду моменты всплывают наружу. Тогда и начинаются конфликты и разногласия. Но не волнуйтесь, для здоровых отношений это нормально и даже полезно. Но если подобные ссоры начинают возникать очень часто, они могут, словно красная лампочка, свидетельствовать о приближении неизбежного конца отношений. Обычно проблемы, которые возникают позже в отношениях, в той или иной форме проявляются с самого начала. И для большинства пар они довольно типичны, что позволяет нам отследить их и предугадать, как в дальнейшем будет разворачиваться ситуация. Романтическое влечение к партнеру важно в любых отношениях, ведь благодаря ему люди формируют прочную связь. Но в здоровых отношениях у вас с вашим партнером должно быть еще что-то общее, помимо романтики. Без каких-либо схожих интересов, целей, общего опыта или любых других точек соприкосновения, на которых можно было бы построить крепкий фундамент. Ваши отношения ждет такой же итог, как соломенный домик поросенка, который рухнул от малейшего дуновения. Вы когда-нибудь слышали поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? В этом, безусловно, есть доля правды. Хотя для людей в отношениях совершенно нормально иметь собственных друзей, с которыми вы проводите время по отдельности, но при активной неприязни возникает проблема соприкосновения социальных кругов друг друга. Поскольку друзья действуют как отражение человека, это означает, что на каком-то уровне вам может не нравиться человек, с которым вы находитесь. И это может быть ранним признаком того, что вы не подходите друг другу. Вы каждый день встречаетесь или даже вместе живете, повсюду ходите вместе и вместе общаетесь с друзьями. Если постоянно находиться с одним и тем же человеком, от него можно рано или поздно устать или потерять свое мироощущение. Конечно, когда какой-то человек говорит нам, что мы для него весь мир, это может казаться очень романтичным. Хотя на деле это фактически означает зависимость, что счастье и благополучие данного человека полностью возложены на вас. Это нездорово и не жизнеспособно в плане отношений. Ваш партнер говорит, что он любит вас, но это остается лишь словами и не переходит в какие-либо действия, например, заботу. Или еще хуже, даже не говорит о своих чувствах. Вам приходится придумывать темы для бесед и планировать ваши свидания, потому что ему, кажется, вообще все равно. Вы ощущаете его безразличие или чувствуете, что отдаете гораздо больше, чем получаете обратно. Хотя отношения определенно не являются соревнованиями, но и вы, и ваш партнер должны делать все возможное, чтобы поддерживать ваши отношения. Если это не так, как бы вы ни старались, вы долго не продержитесь вместе. Вы все чаще замечаете, что ваши мнения или решения постоянно отвергаются. Или ваш партнер самостоятельно принимает все решения без вашего участия
и ждет, что вы с радостью последуете за ним, не сказав ни слова. Это может означать, что ваш партнер не уважает вас и не заботится о ваших чувствах. Здоровые отношения требуют взаимного уважения, а подобный дисбаланс не сулит ничего хорошего. Если только этот человек не научится ценить ваше мнение и перестанет вас во всем контролировать. Конечно, первое впечатление очень важно. Потому перед свиданием мы тщательно одеваемся, добавляем блеска нашим улыбкам и фильтруем свою личность, как фото в Инстаграм. Но что насчет 5-го, 10-го или даже 100-го впечатления? К этому моменту, если отношения станут здоровыми и крепкими, вам не нужно будет надевать костюм, чтобы произвести впечатление, или как-то готовиться, прежде чем пообщаться со своим партнером. Если же вы чувствуете, что это все еще необходимо в ваших серьезных отношениях, то это довольно важный признак того, что впереди вас ждут трудные времена. Ваш партнер постоянно критикует вас за ваши недостатки и говорит, что это должно пойти вам на пользу. Ему не нравится, как вы одеваетесь или как говорите, словно он хочет, чтобы рядом с ним был какой-то другой человек. Сначала вы можете оправдывать подобное отношение к себе, пытаясь спасти отношения. Но реальность такова, что вы жертвуете всем прекрасным, уникальным и ценным, что есть в вас, ради человека, который не видит вашей ценности. Вы заслуживаете того, чтобы к вам относились как к драгоценному камню, а не принимали за кусок угля, который нужно переделать. Случайные конфликты, если их правильно разрешить, это здоровая и нормальная часть отношений, поскольку они помогают парам лучше понимать различия друг друга. Однако, если конфликты возникают постоянно, особенно в начале отношений, это явный признак несовместимости. Вся энергия для отношений иссякает в этих спорах и не дает вам сблизиться, поскольку все разговоры переходят в крики и ругань. Это вредно для здоровья и не жизнеспособно для долгосрочных отношений. Здоровые прочные отношения требуют взаимного доверия. Доверие позволяет проявлять близость, честность и уязвимость, которые укрепляют связь. А если один из партнеров тайно проверяет телефон другого или звонит друзьям, чтобы убедиться, что его не обманывают, то это вряд ли свидетельствует о счастливых отношениях. Если двое людей не научатся доверять друг другу, то, вероятнее всего, их отношения быстро закончатся, поскольку в них нет места для роста. Вспомните, как вы были шокированы, когда ваш милый и тихий партнер впервые необоснованно разозлился и нагрубил официанту. Затем он точно так же поступал и с другими людьми, но вел себя при этом как Джекил и Хайд. Проявлял заботу к вам, но оборачивался и кричал на водителя, банковского работника или человека, стоящего в очереди перед ним. Если ваш партнер ведет себя хорошо только рядом с вами, но при этом груб и жесток с другими, то это серьезный повод для беспокойства. Вам следует быть осторожным. Возможно, он просто притворяется рядом с вами, чтобы расположить вас к себе. Когда ваш партнер агрессивно настроен по отношению к вам, это означает, что в ваших отношениях есть проблема с двусторонним общением.
Совершенно нормально иногда сердиться друг на друга, а затем открыто обсуждать проблему и находить для нее конструктивное решение. Но неприятные комплименты, избегание прямого общения, сарказм, игра в жертву или постоянная злость друг на друга никому не принесут пользы. И если такое положение вещей будет продолжаться, то это приведет к краху ваших отношений. Иногда, как бы сильно вы не хотели быть с кем-то, но у вас просто ничего не получается. Возможно, вы находитесь на разных этапах своей жизни и идете разными путями в будущее. Может быть, вы еще не готовы, ведь для вас сейчас важнее учеба и карьера. А может, вы все еще переживаете из-за бывшего. Какой бы ни была причина, возможно, еще просто не время. Совершенство – это миф. Поэтому не существует идеальных отношений, а есть лишь те, в которых нам приходится идти на компромиссы. Мы часто соглашаемся на меньшее, забывая, что нам действительно нужно, чтобы иметь полноценные отношения. Поэтому, если вы цените себя и свое время, обратите внимание на эти знаки и открыто поговорите с вашим партнером, если вас что-то беспокоит. Поделитесь своим опытом в комментариях, чтобы помочь другим людям справиться с их проблемами. Спасибо за просмотр, и давайте сохраним отношения между вами и сообществом New Me через лайки, комментарии или подписку.